Здравствуйте, привет всем! Хочу представить второй ролик, посвященный созданию этого робота-художника. В нем будет речь о сборке нашего робота, его кинематической схеме и особенностям его конструкции. Сперва о сборке робота из конструктора Lego. В описании ролика дана ссылка на инструкцию по сборке. Скачайте по ссылке архив, распакуйте его куда вам удобно и запустите HTML файл. Эта инструкция создана программой LEGO Digital Designer версия 4.3.10. Файлы проекта этой программы также есть в этом архиве. Если у вас установлена эта программа, вы можете его открыть. Если файл не открывается, то скорее всего у вас установлена другая версия этой программы. Но в любом случае вы можете посмотреть видео сборки робота. Это видео тоже создано программой LEGO Digital Designer. И в некоторых местах последовательность сборки выглядит нелогичной. Но я думаю, при сборке вы разберетесь. И еще, на этом видео некоторые балки закреплены только с одной стороны. Дело в том, что эти балки, например, вот это и вот это, расположены под некоторыми углами, и в этой программе тяжело совместить отверстия для их крепежа. В роботе, который вы будете собирать, конечно, закрепите эти балки с обоих сторон.
инструкцию и видео по сборке не вошло то, как подготовить фломастер. Я купил в магазине вот этот набор с 4 фломастерами. Все, что нужно сделать, приматить к фломастеру изолентой балку из набора на 9 отверстий. При этом надо оставить 3 отверстия свободными от изоленты. Именно эта часть будет направляющей и удерживать наш фломастер. Скорее всего, у вас будет какой-то другой фломастер или карандаш. Поэтому эту балку надо закрепить так, чтобы в нижней точке узла подъема фломастер не касался плоскости рисунка, а в верхней части канцелярской резинкой прижимался к бумаге и оставлял на ней след. Значит, это можно отложить. Берем фломастер, открываем, запихиваем. И еще, посмотрите, как надо продевать нить и закреплять ее в барабане. Продевать нить в щель барабана надо обязательно с внешней стороны. Затем проденьте нить по оси двигателя и дополнительно зафиксируйте ее колесиком и желтой шайбой. Инструкция робота выполнена по такой кинематической схеме. Как видите, нити подвеса L1 и L2 образуют гипотенузу прямоугольных треугольников. У левого треугольника первый катет B плюс X, второй катет Y. Гипотенуза L1. У правого треугольника первый катет B минус X, второй катет Y. Гипотенуза L2. Зная координаты пера x, y, по теореме Пифагора мы можем рассчитать длины нити левого и правого плеча. Дальнейшие формулы я здесь рассматривать не буду. Я думаю, не всем будет это интересно. Поэтому, чтобы не грузить вас всеми этими скучными вещами, я разместил весь этот материал отдельно. И внизу в описании этого ролика дал ссылку на этот PDF-файл. В этом файле рассмотрена кинематическая схема робота и представлены все эти формулы, по которым наш робот вычисляет углы поворота левого и правого моторов для каждой точки рисунка. И кому это интересно, те могут скачать его и подробно ознакомиться с ним. Давайте рассмотрим, как эта кинематическая схема выполнена на практике. В качестве основы я взял лист ДСП от какого-то разобранного мебельного шкафа. Точки подвеса находятся сверху на расстоянии 48 см. Для этого ножовкой по металлу сделано 2 пропила, в которых саморезами закреплены уголки. Саморез с помощью резиновой шайбы прижимает нить и фиксирует ее. Нить была куплена в аптеке. Это зубная нить. Она очень прочная, вряд ли у вас удастся разорвать ее руками. Я скрутил ее примерно на 150-200 оборотов. Нить скручена для того, чтобы она намоталась на барабан виток к витку. Если этого не сделать, нить будет расплющиваться и намотаться в одном месте. На какую длину нити надо подвесить робот? Нужно полностью смотать нить с барабанов, то есть на них не должно быть ни одного витка. Подвесить робота надо примерно на 1,5-2 см ниже точки парковки.
Точка парковки должна находиться на 61 сантиметр ниже середины линии, соединяющей точки подвеса. Когда вы полностью соберете робота, можете проверить, как он работает с помощью тестовой программы. Ее вы можете скачать по ссылке, которую я дал в описании. Подключить порты 1 и 2 датчики касания. Установите робот в точку парковки. Загрузите эту программу и запустите ее. При нажатии кнопки влево робот движется в среднюю точку левого края листа. При нажатии вправо робот движется в среднюю точку правого края листа. При нажатии кнопки вверх робот движется в среднюю точку верхнего края листа. И при нажатии кнопки вниз робот движется в точку парковки. При нажатии левого или правого датчика касания робот будет двигаться влево или вправо. При нажатии центральной кнопки робот движется вниз в течение 1 секунды. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, если хотите увидеть новые выпуски. До свидания, до новых встреч.